Попробую покороче, а то там многие жалуются, что я слишком долго рассказываю. Вот через нормальный лаунчер, сейчас машина запущена, через нормальный лаунчер заходим в настройки. Ну, я сейчас уже ввел все по ВИН-коду, зашел в машину, подключился. Вот мы заходим в настройки. Дальше у нас надо выбрать в настройках предупреждение. Ну и то, о чем машина предупреждает, да, можно включить, выключить. Вот, и теперь смотрим, что мы можем. Звук сигнала напоминания о ключе, что ключ в машине остался, это когда машина пищит по кругу, если вы, ну, ключ в машине, а вы пытаетесь ее закрыть. Предупреждение о низком заряде батареи, предупреждение звуковой сигнал водительского ремня безопасности. Вот мы в него заходим, он у меня включен. Я уже его включил, все после лаунчера предыдущего, которым я его выключить выключил, а включить никак не мог. Вот. На водительское сиденье у меня включен он. Выходим. Предупреждение, предупреждающий звуковой сигнал пассажирского ремня. Вот я пассажирский, я его выключил. Потому что у меня супруга постоянно то сумочку, то еще что-нибудь поставит, у нее он начинает пищать. Откровенно скажу, меня бесит, когда люди ездят, вот так вот ремень пристегнутый, на него садятся, ремень портят. Ну, вот меня это бесит. Поэтому на пассажирском он выключен у меня. И выключен звуковой сигнал оповещения о сзади непристегнутых ремнях на третьем ряду сидения. Потому что у меня на вот этом вот ремне, блин, вот так не видно. Там не видно, короче. Ну, не суть. На одном из ремней у меня почему-то датчик периодически срабатывает, что вроде как пристегнули его и вроде как отстегнули этот ремень. Не знаю почему. Ну, вот так вот. Поэтому у меня он тоже на третий ряд сидений отключен. Потому что если во время движения срабатывает этот датчик, что типа ремень пристегнули и отстегнули, он начинает пищать, и вариант его отключить только воткнуть обратно ремень. Вот. А как я уже сказал, я не люблю ездить с пристегнутыми ремнями без пассажиров. Вот. Я его отключил. Ну и соответственно, что мы сюда вообще полезли, это, сейчас секунду резкость настрою, это зуммер заднего хода. Вот я его отключил. Ну вот сейчас включу его отдельно, да, нажимаем настройки, непрерывный сигнал. Окей. Он все. Он будет вот как обычно, когда мы заднюю передачу включаем, он пищит непрерывно, да? Теперь мы в него уже заходим, настройка, отдельный сигнал. Окей. Он теперь отдельный, то есть мы заднюю передачу включаем и все. Один пик и больше ничего. Для чего мне это надо? Я сейчас поясню. Так как у меня стоят датчики давления в шинах вместе с парктрониками, то есть когда я включаю заднюю передачу, у меня включаются парктроники. И с этими парктрониками, когда я подъезжаю к какому-либо препятствию, за вот этим пип-пип-пип парктроников практически не слышно. То есть их слышно, тональность у них другая, но реакция на какой-то дополнительный пик, сдавая задним ходом, она совершенно другая, нежели когда я включаю заднюю передачу, один раз пикнула, и у меня начнет пикать парктроник, я на это, или я, или супруга, неважно, кто из нас будет за рулем, но обратим на это внимание. Вот для чего я в принципе сюда полез. Вот. Так что то, что я хотел, я настроил. А с вот этими вот приблудами, я не знаю, есть вероятность, конечно, что мне тут дали ее попользоваться, ELM-ку эту дешевую. Вот. Есть вероятность, что она, может быть, подглючивает. Вот. Но в принципе делается нормальной программой. Она платная, эта программа, она с диагностическим разъемом, то есть полноценным. Сейчас мы выйдем отсюда. А то всюду. Да, конечно, извлечем.
Он у нас чужой, его отдать надо. Я сейчас покажу, что из себя представляет такой лаунч. То есть диагностический. Вот он. Тут полноценный он. В общем, показываю, почему мне не хочется пользоваться дешевой ELM-кой и приложениями такого вот плана. Вот ELM-ка подключена, ОБД. Машина запущена, все классно, все показывает. Заходим в специальные возможности. Оп, загорелось. Отключить сигнал непристегнутого ремня. Я залез этой программкой отключить сигнал заднего хода, который пищит. А ремень мне не надо было отключать. Но при этом она мне отключила ремень, оставила. Вот сейчас она горит. Мы включаем заднюю передачу. Сигнал как был, так он и остался. Что? Выключить нужно для этого приложение или там заглушить машину? Ну давайте выключим приложение, выйдем из него. То есть, чтобы оно сохранилось. Допустим, да? Или хорошо, отмена. Выходим в ОБД. Дальше ничего тут больше сделать нельзя. Можно нажать на ОБД, но он тут же его закроет. Вот он его закрыл. Мы в него заходим еще раз. По идее, должен был уже настройки все сохранить. Заходим. Специальные возможности. Оп, и опять он, этот непристегнутый ремень, отключен. Принудительно. Еще раз ему ставим. Делаем выход. Выйти. Глушим машину. Я уже пробовал и дольше подождать в приложении, чтобы оно там дало запрограммировать. Минут 5 ждал. Бесполезно. Теперь запускаем. Примуса. Запускаем это же приложение. Подключаем. Заходим в специальные возможности. У нас опять этот ремень остался. И он на самом деле, я уже вытаскивал и разъем вытащил с этим приложением. То есть ОБД ELM-ку вытащил. Бесполезно. Все равно, как ни крути. То есть отключили. Disconnected. Все как положено. Все положено. Глушим машину. Я вытаскиваю эту ELM-ку. Вот такую. Вот она, обыкновенная китайская фуфло. Как всегда. И один хрен не пристегнутый ремень остается у меня. И один хрен задняя передача как пищала, так и пищит. Вот так вот. В отличие, допустим, от лаунча, которым нормально перепрошивается, меняются настройки и тому подобное. Вот. Как-то так.